Когда речь заходит о пропавших островах, первое, что приходит на ум, это таинственные истории, которые передаются из поколения в поколение. Один из таких островов, о котором ходит множество легенд, исчез с карт более 50 лет назад. Этот остров, некогда известный как Невидан, стал частью мифов и таинственных рассказов, которые пугали и интриговали искателей приключений. Ученые и исследователи пытались выяснить, действительно ли он когда-либо существовал, или же это всего лишь плод воображения моряков. Первое упоминание о Невидане датируется 17 веком. Слухи о нем возникли, когда мореплаватели, возвращаясь из далеких стран, рассказывали о прекрасных пляжах, густых джунглях и необычной флоре и фауне. Но, несмотря на эти описания, ни одна из экспедиций не смогла подтвердить существование острова. В XVIII веке некоторые исследователи даже пытались отыскать Невидан. Однако, по словам очевидцев, каждый раз, когда они приближались к предполагаемому месту, остров словно исчезал, оставляя лишь пустоту. В начале 20 века остров Невидан вновь попал в поле зрения исследователей после появления новых карт и технологий. Но, как ни странно, в середине 90-х он полностью исчез с всех карт. Это событие вызвало настоящий резонанс среди ученых и исследователей, которые начали активно обсуждать возможные причины исчезновения. Одни считали, что остров был поглощен морем, другие предполагали, что его просто никто не смог найти из-за изменяющихся морских течений. Интерес к Невидану возобновился, когда один из исследователей, известный своими амбициозными проектами, решился возглавить экспедицию. Он собрал команду из ученых, геологов и биологов, намереваясь выяснить, существует ли остров на самом деле. В начале 2000-х экспедиция была организована, но никто не мог предположить, что на этот раз остров действительно окажется перед ними. Странные явления начали происходить даже до начала путешествия. Команда получала анонимные сообщения с предупреждениями об опасностях и рисках, связанных с поисками. Однажды, за несколько дней до отплытия, один из членов команды, который увлекался паранормальными явлениями, заявил, что у него было видение. Он видел остров, окруженный туманом, где люди жили, unaware of the world outside. Эти слова только добавили интриги и неопределенности в преддверии экспедиции. Все члены команды чувствовали, что это путешествие станет чем-то большим, чем просто очередной научной экспедицией. Когда команда наконец отправилась в путь, атмосфера в корабле была наполнена ожиданием и трепетом. Они направлялись к местам, где, по легендам, когда-то располагался Невидан. Каждый шаг, каждое движение приближало их к разгадке тайны, которая не оставляла равнодушными ни искушенных исследователей, ни простых людей, интересующихся загадками мира. Как же мог исчезнуть остров, и что же ждет их впереди? Ответы должны были раскрыться в ходе их удивительного путешествия. Корабль, на котором плыла исследовательская команда, медленно покинул порт, оставляя позади суету города. Волнение наполняло сердца участников экспедиции, каждый из которых понимал, что они отправляются в неизведанное. Приближающиеся дни обещали стать настоящим испытанием. Кроме волнений были и беспокойства, анонимные сообщения о возможных опасностях, предостережения от тех, кто когда-то пытался найти Невидан, заставляли испытывать тревогу. Капитан корабля, опытный мореплаватель с 20-летним стажем, изучал карты, которые с каждой минутой становились все более и более старыми и неясными. По пути к предполагаемому местоположению Невидана команда была полна надежды, но с каждым часом, проведенным на открытом море, в воздухе витала некая неопределенность. Волнение и напряжение накалялись, когда команда погружалась в обсуждение, кто сможет первым увидеть таинственные берега. Согласно последним данным, остров находился где-то на юго-востоке, но ни одна навигационная система не могла точно указать его местонахождение. Команда провела много бессонных ночей, анализируя старые карты и отчеты, в которых описывались их предшественники, пытавшиеся найти Невидан. Участники экспедиции начали обмениваться историями о предыдущих безуспешных поисках, каждая из которых звучала как эхо, передаваемое из далекого прошлого. На третий день путешествия команда заметила, что все вокруг начало меняться. Небо стало затянутым, а воздух наполнился неописуемым чувством ожидания. Внезапно на горизонте среди мрачных облаков появилась неясная тень, которую невозможно было проигнорировать. Волнение охватило всех, когда команда наконец поняла, что это может быть то самое место, к которому они стремились все это время. Курс был изменен, и корабль направился к тени, которая уже стала видна как силуэт острова. На момент близости к предполагаемому местоположению острова свет стал тускнеть, а тучи быстро собирались на небесах. Каждый член команды был готов сделать все возможное, чтобы подтвердить существование Невидана. Сверкающие лучи солнца пробивались сквозь облака, создавая удивительную атмосферу, будто сама природа предвещала встречу с чем-то необычным. Когда корабль наконец причалил к берегу, исследователи почувствовали, как адреналин наполнил их тела. Они вышли на землю, которая казалась запущенной и дикой. Растительность вокруг была густой и экзотической, словно нарисованной в ярких цветах. Все, что их окружало, вызывало восторг и легкий страх.
Сам остров, казалось, был живым, дышащим организмом, который хранил свои секреты. Первое, что они заметили, это странные звуки, доносившиеся из джунглей. Эти звуки были не похожи на привычные шумы природы, они были полны мелодичности и загадочности. Команда была полна решимости разгадать тайны, которые хранил этот загадочный остров, и вскоре уже двинулась вглубь джунглей, оставляя за собой следы на пышной земле. Каждый шаг приближал исследователей к разгадке, и вскоре они столкнутся с чем-то, что изменит их понимание не только невиданно, но и самих себя. Вопрос оставался открытым. Что же еще они найдут в этой загадочной местности, где время, казалось, остановилось? Когда исследователи начали углубляться в джунгли, их внимание привлекла необычная архитектура, которая резко контрастировала с дикой природой. Стены зданий были покрыты мхом и лианами, но в них просматривались следы человеческой жизни. Крымские камни, используемые для постройки, были необычайно ровными, и казалось, кто-то потратил немало усилий, чтобы создать этот уникальный уголок. Где же все эти люди? Вопрос витал в воздухе, пока команда двигалась вперед. Неожиданно из густых зарослей на них вышли люди. Они были одеты в яркие платья из местных тканей, украшенные узорами, которые передавали их культурные традиции. Лица их были выражены серьезностью, а глаза полны удивления и осторожности, как будто они никогда не видели чужаков. Ученые остановились, и возникла тихая пауза, когда все осознали, что стоят на краю нового мира. Эти люди, казалось, были совершенно неосведомленными о событиях, происходивших за пределами их острова. Кто они? Как они выжили, оставаясь в изоляции на протяжении таких долгих лет? Эти вопросы не оставляли исследовательскую команду, и вскоре они начали обмениваться взглядами, полными ожидания и неуверенности. Один из членов команды решился сделать первый шаг вперед, чтобы установить контакт. С помощью жестов и простых фраз ему удалось привлечь внимание местных жителей, которые, похоже, понимали его попытки общения. По мере того, как обмен зрительными контактами и жестами становился все более активным, исследователи заметили, что жители острова, казалось, не испытывают страха. Напротив, они проявляли интерес к пришельцам и даже предлагали им еду. Плоды и коренья, которых команда никогда не видела. Это было просто невероятно. Как эти люди могли выживать в столь уединенном месте, не имея внешнего мира? Команда начала задавать вопросы, но ответы были далеки от логики. Местные жители говорили на языке, который исследователи не могли понять, но их мимика и жесты позволяли уловить определенные фразы. Они упоминали о времени, которое для них имело совершенно иное значение. В их мире дни и ночи смешивались, и, судя по всему, они считали время совсем иначе, чем это делали люди за пределами невиданно. Вскоре команда поняла, что остров не только укрывает своих обитателей от внешнего мира, но и создает уникальную экосистему, в которой время и пространство действуют по своим собственным правилам. Здесь все выглядело иначе. Растительность, климат, даже сам воздух. С каждым часом, проведенным на острове, исследователи ощущали, что их собственные представления о времени начинают расплываться. Вопросы о том, как эти люди смогли выжить, стали незамедлительно актуальными. Местные жители начали вести команду к их деревне, показывая путь через дремучие джунгли. Во время этого пути исследователи замечали детали, которые оставляли их в полном восторге. Коллективные усилия по сбору пищи, охота, праздники и ритуалы, о которых они не слышали, все это стало частью жизни этих людей. Как они смогли избежать контактов с внешним миром, не зная о глобальных изменениях? Когда команда достигла деревни, они были встречены еще большим числом местных жителей. В воздухе витала атмосфера праздника. Обитатели острова не только не боялись чужаков, но и приветствовали их с открытыми объятиями. Это было совершенно неожиданно. Погруженные в новую реальность, исследователи начали осознавать, что их не просто интересует Невидан, они стали частью этого удивительного места. Каждый новый день открывал больше тайн, а исследователи понимали, что их собственные исследования могут привести к чему-то гораздо большему, чем простая находка пропавшего острова. Они стали не просто наблюдателями, а активными участниками этой истории, которая все глубже вплетала их в судьбы людей, живущих вне времени и пространства, о которых они мечтали узнать. Когда команда исследователей начала углубляться в джунгли, их внимание привлекла необычная архитектура, резко контрастировавшая с дикой природой. Стены зданий, покрытые мхом и лианами, выдавали следы человеческой жизни. Камни, использованные для постройки, были необычайно ровными, демонстрируя усилия, потраченные на создание этого уникального уголка. Вопрос о том, где же все эти люди, витал в воздухе, пока команда двигалась вперед. Неожиданно из густых зарослей на них вышли люди в ярких платьях из местных тканей, украшенных узорами, отражающими их культурные традиции. Лица их выражали серьезность, а глаза были полны удивления и осторожности, как будто они никогда не видели чужаков. Команда замерла, осознавая, что стоит на краю нового мира. Эти люди, казалось, были совершенно неосведомленными о событиях, происходивших за пределами их острова. Кто они? Как они выжили в изоляции на протяжении стольких лет?
Эти вопросы терзали исследователей, и вскоре они обменивались взглядами, полными ожидания и неуверенности. Один из членов команды решился сделать первый шаг вперед, чтобы установить контакт. С помощью жестов и простых фраз ему удалось привлечь внимание местных жителей, которые, похоже, понимали его попытки общения. По мере того, как обмен зрительными контактами и жестами становился все более активным, исследователи заметили, что жители острова не испытывают страха. Напротив, они проявляли интерес к пришельцам и даже предлагали им еду, плоды и коренья, которые команда никогда не видела. Это было поразительно. Как эти люди смогли выжить в столь уединенном месте, не имея связи с внешним миром? Команда начала задавать вопросы, но ответы были далеки от логики. Местные жители говорили на языке, который исследователи не могли понять, но их мимика и жесты позволяли уловить определенные фразы. Они упоминали о времени, которое для них имело совершенно иное значение. В их мире дни и ночи смешивались, и, судя по всему, они считали время совсем иначе, чем это делали люди за пределами неведано. Вскоре команда поняла, что остров не только укрывает своих обитателей от внешнего мира, но и создает уникальную экосистему, в которой время и пространство действуют по своим собственным правилам. Здесь все выглядело иначе. Растительность, климат, даже сам воздух. С каждым часом, проведенным на острове, исследователи ощущали, что их собственные представления о времени начинают расплываться. Вопросы о том, как эти люди смогли выжить, становились все более актуальными. Местные жители начали вести команду к их деревне, показывая путь сквозь дремучие джунгли. Во время этого пути исследователи замечали детали, вызывавшие их восхищение. Коллективные усилия по сбору пищи, охота, праздники и ритуалы, о которых они не слышали, стали частью жизни этих людей. Как они смогли избежать контактов с внешним миром, не зная о глобальных изменениях? Когда команда достигла деревни, их встретило еще большее число местных жителей. В воздухе витала атмосфера праздника. Обитатели острова не только не боялись чужаков, но и приветствовали их с открытыми объятиями. Это было совершенно неожиданно. Погруженные в новую реальность, исследователи начали осознавать, что их не просто интересует Невидан. Они стали частью этого удивительного места. Каждый новый день открывал больше тайн, и исследователи понимали, что их собственные исследования могут привести к чему-то гораздо большему, чем простая находка пропавшего острова. Теперь они стали не просто наблюдателями, а активными участниками этой истории, которая все глубже вплетала их в судьбы людей, живущих вне времени и пространства, о которых они мечтали узнать. Вопрос оставался открытым. Как долго продлится это уникальное сосуществование? И какие еще секреты скрывает Невидан? С каждым днем, проведенным на Невидании, исследователи все больше осознавали, что они не просто наблюдают за необычным миром, а становятся полноправными участниками его событий. Оказавшись в окружении местных жителей, команда погрузилась в их образ жизни, учась вместе с ними. Каждый из участников экспедиции стал свидетелем неописуемой гармонии, царившей в этой изолированной общине, и вскоре их собственные привычки начали меняться. С первых дней пребывания на острове команда заметила, что местные жители практически не используют привычные инструменты. Вместо этого они полагались на свои руки и природные материалы. Ученые, вдохновленные этим подходом, начали адаптировать собственные методы. Это было не просто исследование, а переосмысление того, как можно существовать в гармонии с окружающей средой. Участники экспедиции начали собирать плоды, учились выращивать растения и даже охотиться, при этом находя в этом не только необходимость, но и удовольствие. Вскоре они стали частью традиционных праздников и ритуалов. Местные жители делились с ними своими историями, передавая культуру и знания из поколения в поколение. Каждый вечер исследователи собирались у костра, слушая рассказы о древних временах, о том, как остров когда-то был связан с внешним миром, а затем исчез в тумане забвения. Эти истории завораживали, и их влияние на команду было очевидным. Участники становились все более привязанными к этому месту, погружаясь в его магию. Однако, несмотря на радость нового опыта, мысль о том, что они могли покинуть Невидан, все время преследовала ученых. Как долго они смогут оставаться здесь? И будет ли возможность вернуться в привычный мир? Каждый день, проводимый на острове, все больше затягивал их в свои сети. Они начали забывать о своих первоначальных намерениях и научных задачах. Вместо анализа и измерений они все чаще ловили себя на мысли о том, что здесь, на Невидании, они обрели что-то большее, чем просто цель исследования. Параллельно с этим местные жители начали делиться с командой своими секретами. Они показали, как извлекать из земли коренья, которые обладали удивительной питательной ценностью, и как использовать листья для создания натуральных лекарств. Это было нечто совершенно новое для исследователей, привыкших к лабораторным условиям. Они начали осознавать, что их научные знания могут быть полезны, но некоторые аспекты жизни на Невидане не поддаются логическому объяснению. Прошло несколько недель, и исследователи начали замечать изменения в своих телах и умах. Время, казалось, перестало иметь значение. Они просыпались с первыми лучами солнца и ложились спать под звездным небом. Вокруг них царила атмосфера, в которой каждый день был наполнен смыслом.
Как будто Невидан обвивал их своими корнями, погружая в свою тайну. Тем не менее, в сердце каждого из участников оставалась тревога. Они все еще не знали, как связаться с внешним миром, и их экспедиция могла быть забыта. По мере того, как они становились все более вовлеченными в жизнь местных жителей, страх потерять эту уникальную связь с реальностью накрывал их, словно темные облака. Как только они начинали чувствовать себя комфортно, в их сознании возникал вопрос, а готовы ли они принять этот новый мир навсегда? Каждый из исследователей оказался на распутье, и их решения становились все более сложными. Могли ли они оставить все, что знали, ради жизни на Невидане? Или, возможно, они должны были найти способ передать знания и опыт, которые они получили от местных жителей, обратно в свой мир. Вопросы множились, но ответы оставались неясными. Вскоре команда столкнется с вызовом, который определит их судьбу раз и навсегда, и все они почувствуют, как их истории переплетаются в единую сюжетную линию, которая навсегда изменит их жизни.